Всем привет на моем канале. У меня на обзоре вот такая вот приставка T95 на 4-ядерном 616 Allwinner с Bluetooth 5.0, с Android 10 на борту и также с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi. Проведем тесты, посмотрим, как работают радиомодули, Bluetooth, Wi-Fi, посмотрим, как она ведет себя в 4К видео, в IPTV, в YouTube 4К, и также проведем тротлинг тест. Перед просмотром не забываем подписаться на канал, поставить лайк данному видео, посмотреть обзоры других приставок, если вот такая приставка вам не нравится. У меня в подписи есть масса обзоров на различные приставки в ценовом диапазоне до $50 и выбрать свою, которая вам понравится. А мы переходим к обзору и тестированию данного TV-бокса. Давайте начнем с внешнего вида. Здесь, как любят китайцы, все красочно разрисовано. Причем есть два вот таких вот стикера непонятных. Мы сейчас их отдерем, когда будем поближе, потому что я так понимаю, что первый стикер отдирает вот эту пленку защитную, а второй, я так понимаю, отдирает полностью вот это изображение красивое, которое тут может кому-то не понравится, и, соответственно, вы можете его убрать вообще с этой приставки. Но мы посмотрим это все. Корпус стандартный, квадратненький, вот такой вот небольшого на размера, примерно как X96 Mini. По левой и по правой стороне здесь вот такие вот глянцевые поверхности, и сверху также глянцевая поверхность. Есть дисплей, обычный такой вот синенький, как на всех приставках, в принципе-то. И по вентиляции, вся вентиляция у нас заключается лишь в том, что здесь вот такой вот набор вентиляционных отверстий. Мы, конечно же, разберем данную приставку, как обычно, и посмотрим, как там устроено охлаждение процессора и достаточно горячего Allwinner 616. С обратной стороны у нас есть здесь разъем питания, HDMI порт, есть 100 мегабитный LAN порт, здесь 100 мегабитный он, AV разъем, слева расположены USB порты и разъем для TF карты. Два USB порта и оба 2.0. Здесь двухдиапазонный Wi-Fi, здесь Allwinner 616, здесь заявлено, давайте я перейду к сайту и посмотрю на самом сайте. Здесь у нас заявлен Android 10, заявлена поддержка 6K до 30 FPS, Mali J31, MP2, стоит здесь аудиокодеки DTS, HDMA, Dolby Digital Plus, видеокодеки H265, XVID, VP9. Также здесь поддержка microSD карт до 128 гигабайт. Поддержка HDR10 указана. Существуют модификации 2.16, 4.32, 4.64 и 4.128. Данная приставка неплохо продается на AliExpress. У нее достаточно много продаж. Возможно, по причине того, что у нее хорошая цена. Также, как мы знаем, 616 Allwinner выдает неплохую картинку, хотя при этом достаточно сильно греется. Протестируем сейчас все вот это, что у нас здесь заявлено. Посмотрим, как он работает хотя бы с 4К в 60 FPS. А сейчас давайте перейдем к более детальной распаковке, более близкой распаковке и также к разборке данной приставки. Посмотрим, как устроено охлаждение здесь. После этого переходим к тестам. Как обычно, вот такая вот стандартная китайская коробка, на которой здесь указан CPU 64 бита, HEVC кодек H265, 4-ядерный процессор и 6K. T95, вот такое вот название у нее. И здесь, она приехала, кстати, помятая немножко. Здесь указан объем оперативной памяти и запоминающего устройства. Также указан input питания 5 вольт 2000 мА, 2 ампера и какой-то QR-код. Но, как обычно, нам это не особо интересно. Приставка сама приходит вот такая вот и с вот таким вот количеством каких-то пленочек непонятных. И также здесь еще присутствует два вот таких вот стикера, которые нужно, я так понимаю, потянуть. И первый стикер у нас убирает вот эту защитную пленку. А если потянуть за второй, то он просто отрывается. Хотя перед этим я пробовал его тянуть, и он отрывал полностью вот эту вот верхнюю наклейку. Зачем он, абсолютно мне непонятно. Само охлаждение выполнено вот с помощью вот таких вот отверстий, которые почему-то даже не просвещаются. Больше здесь никаких отверстий нет. То есть ни слева, ни справа, ни спереди, ни сзади. Ну, кроме, само собой, разъемов. Здесь будет дисплей у нас. А вот здесь есть разъем под TF-карту до 128 гигабайт, он поддерживает. USB порты, 2 USB порта 2.0. И с обратной стороны 100 мегабитный LAN порт. Подключение старого телевизора через тюльпан на мини-джек. Как это сделать, я уже показывал. HDMI и порт для подключения питания 5 вольт и 2 ампера. Здесь ничего, просто пленочка. Сейчас разберем, пока перейдем, посмотрим, что еще в комплектации.
А в комплектации у нас есть стандартный HDMI кабель, как всегда, блочок на 2 ампера и 5 вольт, и пульт, опять же стандартный для Allwinner с блоком программируемых кнопок. Мне такой пульт, кстати, нравится тоже. Есть цифровые кнопки, есть кнопка удаления символа, сабменю, домой, возврат, кнопка вызова приложений, коди плеера, сразу же здесь на пульту громкость, переключение треков. И вот здесь блок программируемых кнопок для вашего телевизора. То есть это включение будет телевизора, громкость телевизора, отключение звука и видеовход. В комплекте также вот такая инструкция, которая не характерна. Обычно вкладывается какой-то маленький вкладыш, а здесь вот целая прям книжка какая-то. Но тем не менее эта книжка есть на английском языке, на китайском языке и еще на каких-то языках, отличных от русского. То есть здесь на русском языке ничего нету. То есть нам от этой книжки никакого прока нет, потому что по сути здесь нет русского языка, ну и нам она и не нужна. Теперь давайте разберем данный TV-бокс. Разбирается он, как и все бюджетные TV-боксы, с помощью вот такого вот вскрытия. Здесь защелки, и мы просто снимаем верхнюю крышку. И вот так вот TV-бокс выглядит изнутри. Здесь, кстати, где вентиляционное отверстие, нет никакого охлаждения, никакого радиатора, просто сама плата. И для того, чтобы извлечь плату, нужно отвинтить вот эти вот 3 винтика. Снимаем плату и видим, что здесь есть вот такой вот радиатор на корпусе с переходным специальным слоем для вот такого радиатора. То есть с охлаждением здесь, как видим, все-таки все в порядке, наверное, будет. Ну, радиатор небольшой, но тем не менее он еще через данную пластину, как видим, здесь, смотрите, остались следы от самого этого радиатора. То есть он еще будет отдавать большую часть тепла на эту пластину. А вот здесь, как ни удивительно, есть отверстия. И эти отверстия всего лишь закрыты вот таким вот этой вот наклейкой. То есть при необходимости ее все-таки можно снять. И вот это клеится, кстати, липнет. И можно будет снять и тем самым увеличить охлаждение. То есть будет тогда уже намного лучше, эффективнее охлаждаться. Будет проходить сквозь эти отверстия, подниматься вверх, как раз таки охлаждая вот эту пластину. И я думаю, что с охлаждением это придется все-таки доработать. Этот момент, убрать эту наклейку совсем и сделать получше охлаждение. Есть вот такой вот дисплейчик. Здесь Wi-Fi антенна находится вот такого плана. Она вот так устроена. Посмотрим, как он будет принимать Wi-Fi. По большому счету на этом и все. Давайте собирать, и в собранном виде я уже буду проводить тесты, в том числе тротлинг тест, для того, чтобы мы могли понимать, как она себя ведет именно вот в своем исходном состоянии в корпусе. И также я не буду снимать эту наклейку, оставлю все как есть, будем проводить тесты, вот как говорится, из коробки. Запускаю TV-бокс, и как видим, стартует он вот с такой вот красивой картинки T95. Для тестов я буду использовать пульт G20S, обзор на этот пульт и также ссылка, где его можно купить, все это есть в описании. Я считаю, это один из самых удобных и практичных пультов с голосом, с гироскопом, все то, что нужно для практичного использования TV-бокса. Рекомендую этот пульт, перейдите по ссылке в описании, закажите себе, стоит он недорого. Запускается она достаточно долго. И далее следует вот такая вот заставочка, кроме того, что было статичной картинки, еще вот такая вот у нас появилась теперь. И наконец-то TV-бокс запускается. И мы видим такое вот красочное меню, где у нас слева есть переключение между страницами, домой, приложения и настройки. Внизу есть такая вот пиктограммка «Очистить» в виде щеточки. Это отлично, вы сможете вот таким вот образом удалять приложения, которые находятся у вас в фоне. И также есть кнопка «Удалить». Удалить вот таким вот образом, я так понимаю, убивает процессы, что ли. Удаляет приложение. Это все для того, чтобы удалять приложение. Но вот этот значок мне непонятен, он тут вообще ни к чему. Таким образом можно очень быстро удалить то, что нужно, и то, что не нужно. Здесь у нас часики видим. Температуру это уже я вывел. Подключил я пока что через LAN-порт. Мы его сейчас как раз и протестируем. Из коробки давайте посмотрим, как у нас выглядит Play Market, YouTube, Chrome. Здесь вот выводятся приложения. По нажатию на плюсик можно набрать
каких-то своих приложений. Давайте поставим сюда Throttling тест. Поставим сюда, к примеру, тот же IPTV плеер. И для теста будем использовать здесь же Speed тест. И вот такие вот еще AirScreen здесь был уже. Заходим в приложение. В приложениях видим беспроводное обновление. Давайте сразу зайдем и проверим, как у нас тут с обновлением, так сказать, по воздуху. Проверяется обновление. Здесь последняя версия указывается. Ну, хорошо. Галерея, музыка, часы стандартно. Здесь APK Pure. Какое-то приложение для альтернативное типа Play Market. App Store еще один. И вот такого вида. Здесь также можно установить какие-то приложения, по-видимому. Да, вот Netflix есть какие-то. Здесь No Data, Home, ну, не очень-то много. Games. Вообще ничего нету. Applications. Также Refresh. No Data. Ну, вот такое вот какое-то недоделанное приложение. Cleanup, которое очищает фоновые процессы. CPU Throttling, это я поставил. Файловый менеджер, Miracast Receiver. AirScreen, AIDу я поставил и Speed Test устанавливал я. Prime Video, Play Market, Netflix. Давайте попробуем запустить Netflix. Стартует, но в каком разрешении будет видео, здесь уже вопрос. Причем обновляться даже есть возможность. Aptoid, Kodi Player, KD Player и YouTube. Этот SmartTube поставил я. OTT Player, этот также поставил я. Из настроек, в настройках есть не совсем стандартный для Android, а вот такой вот лаунчер Network. Давайте зайдем сюда. Он вызывает стандартный абсолютно для всех вот такой вот меню. 5G, кстати, сразу видим, что работает. Даже на моей версии 2.16 сразу сеть находится. Wallpapers. Можно изменить, поставить свои какие-то. Давайте вот такие обои поставим. Окей. И так, выходим. Ну вот такая вот тема теперь. Дата и время. Настройка даты и времени. Часовой пояс. Это я уже все поставил. Language, соответственно, вызывает панель языка. Да. Какие-то вот такие кнопки для быстрой навигации. About. И вот у нас как раз об устройстве. Об устройстве у нас указано название устройства M90X. Root Switch, root права. Давайте сразу включим root. После активации root доступа приставка перезагрузилась, переключатель включен. M90X, название устройства, модель M90X, версия Android 10. И здесь вот обновление системы безопасности 5 декабря 2019. Прошивка модуля связи неизвестна, сборка и версия ядра. Это было у нас раздел About. Здесь раздел вот такой вот, который называется More Settings, выводит нас в стандартные настройки. Здесь сеть интернет, Bluetooth. Сразу видим, что Bluetooth есть и он работает. Здесь проблем нет. Аккаунты и вход, проблем не возникло. Я зашел без проблем сразу в свой аккаунт. Приложение. В настройках устройства видим снова же информация об устройстве. В этот пункт меню мы заходили с раздела About. Здесь же настройка клавиатуры. Mouse Mode можно поставить, скорость курсора мыши. Экран позволит нам настроить разрешение, почему-то стоит 720 максимум. Обычно приставки автоматически подключают 4К. Здесь можно подогнать размер экрана под свой телевизор. Выходим, все на английском, но тем не менее язык я поставил русский. Входы — это HDMI SIG, можно управлять устройствами. Звук, есть режим Pass-Through. Ну, достаточно функциональное такое меню. Google Assistant. Посмотрим, как работает голосовой помощник из коробки. Ну и здесь все стандартно. В спецвозможностях я, как обычно, включаю высококонтрастный текст. Мне так намного удобнее. И здесь же сброс. Меню сброса. Все. Здесь, по сути, другого приложения с настройками нет. То есть вот это и все, как мы можем зайти в настройки. Настроек чистого андроида, как я понимаю, здесь нет. Ну и давайте зайдем в AIDA 64, сразу же посмотрим информацию по AIDA 64. Запуская это приложение, видим у нас система устройства ТВ, производитель Google. Производитель Google, Aimbox модель, бренд Google, Xdroid плата, продукт Вали, АЗУ у нас 2 гигабайта, всего памяти 1976 мегабайт. Во внутреннем хранилище 1176 гигабайт. Версия Bluetooth 4+, здесь указано.
По процессору Allwinner 313 скорости. 100 мегабитный LAN-порт дает нам скорость, в принципе, обычную скорость 90, ну, немножко меньше на пару мегабит, чем и здесь 80. Ну, такое, 86. Результат ниже среднего, скажем так, при этом прос почти под 70 градусов, как видим, греется у нас. 90, да, ну, немножко ниже среднего результат, но ничего. Теперь протестируем сеть Wi-Fi 2.4. Роутер находится рядом с приставкой в непосредственной близости, что покажет нам модуль 2.4. Здесь пинг 2 миллисекунды и скорость. Скорость так резко возросла, а потом что-то, ну давайте дождемся окончания, 70 градусов. Ну, как мы знаем, Allwinner, он такой, как говорится. 72 градуса на тесте и скорость 42. Вот это как раз таки очень хороший результат для бюджетных приставок на 2.4. И особенно вот на загрузку 60 это вообще отличный результат для таких вот бюджетных приставок. Антенку мы с вами видели в блоке разбора приставки. Подключаясь к дальней сети Wi-Fi, роутер там стоит двухдиапазонный 2,4-5 ГГц. Называется сеть Xiaomi. И он находится на удалении 2 стен. Кстати, обзор на такой роутер есть у меня на канале. Посмотрите, TP-Link AC1200. Итак, заходим и тестируем дальнюю сеть 2.4 через на расстояние 2 стен. И вот такой вот хороший результат у нас получается, 20 мегабит в секунду. Это отличный результат, я вам скажу. Такой результат не показывала ни одна приставка. Даже достаточно дорогие приставки с выносной Wi-Fi антенной, тот же TOX 1, такой результат не показывал. 22 скорость, это отличная скорость, скажу я вам. Сейчас проведем тест 5 ГГц для дальней сети. Посмотрим, что покажет нам 5 ГГц. Видим, что шкала здесь хоть и не полная, но скорость достаточно неплохая. Смотрите, 5 ГГц Wi-Fi, шкала еще меньше. Часто приставки не подключаются, особенно бюджетные. Некоторые не проходят тест. Давайте посмотрим. Здесь хорошие результаты были с модулем 2.4. Поэтому хочется проверить, как и 5 ГГц будет работать. 75 температура у нас. Смотрите, какой Wi-Fi. 5 ГГц работает. 30. Такой скорости не было ни на одной приставке. С модулем Wi-Fi здесь вообще отлично все. Wi-Fi отличный, мне нравится. Температура, правда, 76 градусов сейчас на тестах. Но Wi-Fi 5 ГГц. Причем расстояние, я вам скажу, 2 стены. 2 стены, расстояние большое до роутера. И много приставок, которые я тестировал, они вообще не проходили этот тест. Вообще, они пытались что-то там скачать, там было 2 мегабита скорость, хотя температура и загоняется уже под 80 градусов, но приставка при этом работает пока еще стабильно, проблем нет. И давайте как раз перейдем сразу к тротлинг тесту, отключаю Wi-Fi, у нас здесь температура 69, запускаю тест и будем смотреть, как у нас дела обстоят с тротлинг тестом. Ну что же, я думаю, ясна картина у нас с тротлинг тестом. Температура выше, чем 82 градуса, не поднимается. В основном она ближе к 80 стоит. И здесь, как видим, наблюдаются некие вот такие вот просадки. После этого сейчас можно понимать, что опять будет завывать график вверх. Вот таким вот образом. Все уже стандартно, поэтому выходим из